Мы уже немного сбрызнули волосы по линии роста волос, чтобы собрать мелкие волоски, и зачесали назад. Теперь выделяем в передней части головы вот такую область волос, из которой мы будем заплетать косу. Слишком мало? Вот так, например, не берите. По крайней мере, в первый раз. Почему, я объясню попозже. Делим волосы напополам. Сбоку из свободных волос отделяем тонкую прядку и будем обводить ее вокруг этих двух в виде знака бесконечность. Если вы уже смотрели наше видео «Хвостики с косами бесконечность», то знаете, что при плетении простой косы не имело значения, обводите вы эту тонкую рабочую прядь сначала снизу вокруг одной из половин, а потом сверху, или наоборот. Здесь же важно и обязательно подводить ее с краю под прядь, возле которой взяли, а затем уже класть на соседнюю. Каждый раз перед тем, как обвести, мы будем добавлять прядку из свободных волос. Снова сделали подхват и обводим вокруг двух половин, под ближайшую половину и на следующую. Это первая половина знака бесконечность. Теперь опять сделали подхват и рисуем вторую половину бесконечности. Проводим под ближайшей прядью и кладем на следующую. Вот мы доплели до конца, собрали все свободные волосы. Теперь можно завязать хвост, а можно заплести косу, причем любую, какую только пожелаете. Как видите, прядь, которую мы обводим, стала очень толстой.
а пряди вокруг которых обводим тонкие. Именно поэтому вначале я сказала, что проще начинать, выделив область волос среднего размера, иначе две половинки будут совсем тоненькими, а рабочая прядь к концу станет как, ну вот соберите все свои волосы в хвост, вот такой она станет. По крайней мере, это работает для густых волос и волос средней густоты. В общем, посмотрите, как вышло у нас, и выберите свой вариант. Обожаю свободу выбора. И замаскирую резинку волосами. Обвожу прядь вокруг косы пару раз, продевая сквозь резинку чудо-палку в кольцо конец пряди. И тадам, протягиваю вниз. Обожаю. И маленький добрый совет. Если по бокам от косы у вас получились неровности и вы хотите их как-то выровнять, то я советую воспользоваться вот этой частью расчески. Вот так вот поддевая и проводя вверх. Если пытаться, потому что их просто расчесать, скорее всего вы сдвинете лишние волосы вверх и появятся петухи, петушочки. А таким способом вы можете добиться гладкости. Это низкий поклон вам, дорогие наши подписчики. Вот даже вот так. Любим вас!